Друзья, всем привет! Сегодня, как и обещала, у нас покажу вам, как рисовать тонкие линии. Да, покажу масляной краской и, наверное, гуашью тоже покажу. И буду линии делать на разных разбавителях. Как бы попробуем на тройнике. Это тройник из магазина. Попробуем на масле. Маслом я не пишу, так как вы могли уже заметить. Но иногда я пишу на тройнике и масло покупаю, делаю тройник сама. То есть домарный лак, White Spirit и масло примерно в разных пропорциях. Ну, там можно варьировать уже как бы под себя, допустим. Так, на масле и на White Spirit, который вы, вот этот вот текуриловский, я показываю его, да, постоянно я на нем пишу. Мне очень комфортно, он быстренько сохнет и как бы очень так, очень-очень комфортно писать. Я возьму красочки, две, нам просто покажу линии, да, мы не будем там никаких пейзажей, ничего рисовать. Возьму для фона берлинскую лазурь, и на ней мы будем белилками какие-то линии делать. Сейчас вот я выдавлю чуть-чуть. Немножко берлинской. Очень такой красивый цвет. Я им, правда, редко пользуюсь, но на самом деле он классный. И вот возьму немножко белилок. Пока столько хватит. Листочек это у меня акварельная бумага, грунтованная. Сейчас я возьму берлинскую лазурь. И вот где-нибудь немножко мы вот так вот просто вотрем, как бы фон, чтобы, да, белое на белом же не видно. Немножечко. Так вот закрашу. Не особо аккуратно, в принципе, нам здесь аккуратности не нужна. Мы сейчас не для того, да, собрались. Ну, вот достаточно, да, пока. Кисточку отложу. Ну, с чего начнем? Давайте начнем с масла. Именно вот масло. Я налью немножечко масла в крышечку. Такое оно у меня уже старенькое, замученное. И смотрите, тонкие линии лучше писать, соответственно, тонкими кисточками. Вот я взяла сейчас такие вот, такая вот у меня кисточка. Она тонкая, но здесь один такой есть нюанс. Когда вот ее окунаешь, да, она будет тонко писать, если мы ее вот так вот прижмем. Видно, да, вот сделаем из нее, не видно, да, наверное, плоскую. То есть вот так вот пальчиками прижимаем, чтобы она у нас была плоская. И вот самым-самым краешком тогда да. Но если вот так вот сделать ее, да, она, видите, довольно-таки такая толстенькая, как бы некомфортно будет. То есть только такие кисточки, только вот, такими вот разгладить, прижать ее. Но мы пока оставим ее. Возьму вот такую вот кисточку. Эта кисточка вообще, друзья, с детского набора. Я когда зашла в магазин, увидела, он весь такой, знаете, разноцветный. Фиолетовый, красный, зеленые, желтые. Сами вот эти ручки. Радуга так и называется. Такой прикольный набор. И вот это синтетика. И как бы ей комфортно писать, тонкие линии делать. Для того, чтобы получались тонкие линии, красочку нужно делать очень-очень жиденько.
Вот мы разводим красочку. Лишней краски не должно быть. Вот так прокручиваю. И вот снимаю, как бы делаю острый кончик. Видно? Понимаете, да, о чем? Я прокручиваю, лишнюю краску снимаю. Вот он получается. Острый-острый кончик. Никакой кляксы краски нет. И вот уже сейчас, то есть, смотрите, если мы пишем, так как бы показать, чтобы было видно. Если мы пишем вот так вот, ну, к примеру, да, там волнистую какую-то линию, вот мы ведем самым-самым кончиком, сильно не давя. Еще добавлю. То есть это надо потренироваться. Сильно не давя, вот я аккуратненько рисую. И она, видите, она долго не заканчивается, она тянется. Получается такая вот. То есть если мы, смотрите, слегка чуть-чуть надавливаем, уже линия получается толще. То есть от нажима тоже много что зависит. Ну, надо как бы потренироваться, да, вот этот нажим все-таки. Это вот у нас так вот масло. Опять-таки, если вот будет много, да, краски, ну, то есть можно, да, но уже, вот я не давлю, но она уже гораздо толще, то есть снимаем только вот так прокрутили, снимаем красочку самым краешком. Не вертикально я ее держу, а под небольшим наклоном. То есть и уже она пишет как бы более тоненько. То есть от кончика зависит, да? У меня здесь, не обращайте внимания, котик тарахтит сбоку, играет с разбавителем с нашим. Давайте этим же маслом попробуем вот этой вот кисточкой, которую плоско, да, надо. То есть я ее опять, смотрите, я ее не прокручиваю, а так как она у нас пишет только плоско, да, я ее вот так вот с одной, с другой стороны промакиваю в краску, в жиденькую. И вот аккуратненько, более уже держу как бы вертикально и провожу линию. Вот тогда получится. Чуть надавливаю, линия получается потолще. То есть вот кисточки летают у меня. Такие вот нюансы. Если я ее, к примеру, прокручу как ту, да, вот сейчас маслица пожиже, да, мы делаем красочку, помним. Как ту я ее прокручу, допустим, да, и попробую сделать то же самое. Видите, что получается? Она не оставляет тоненькую линию. То есть еще раз. Вот. Я еле-еле касаюсь. Но такой вот тоненькой не получается. То есть только такую вот кисточку только, ну, сжимать, чтобы она была плоская. Ну и, соответственно, самая классная кисточка — это вот длинные какие-то линии делать, какие-то, ну что у нас, на кораблях, допустим, да, эти мачты, что еще? Это какие-то тоже длинные веточки, к примеру, да, лайнером или линером, кто как его называет. Вот опять-таки тоже, если мы ну, так, под небольшим углом держим, да, вот можно рисовать долго-долго тонкую линию. Там ту же веточку чуть надавливаем, к примеру, вот уже получится. Можно прокручивать кисточку в руках, тогда красочка дольше снимается, то есть потренироваться. То есть вот такие линии получаются у нас на масле. Давайте теперь попробуем
тройничок. Он у нас уже пожиже будет. Немножко пожиже. Так, тройничок. Вот, тройник я открыла. Ну, вот возьмем лайнер, да? Это вот, в принципе, что в гуаше, что в масле, хоть акварель. То есть минимум краски, как бы, да, чтобы клякса не висела. И рисуем. Видите, уже как бы кончик, если видно, да, кисточки, он уже собирается более вот так вот соцельно, потому что более жидкий разбавитель. И вот он как пишет. Видите, еле-еле касаюсь под небольшим наклоном. То есть наклон примерно, вот как мы пишем, ручку держим, да, то есть мы же ее не вот так вот прям вертикально держим, а как бы под небольшим наклоном. Ну вот получаются такие линии. Только надавлю вот он насколько. Можно, лайнер также может писать вот, если прям совсем. То есть насколько прижимаются ворсинки, да, насколько они вот прижимаются и расползаются, настолько вот широкий мазок может быть. Ну и, соответственно, этой кисточкой то же самое сейчас покажу. Так, камера фокусируется, вот переживаю, чтобы она... Вот тоже, видите? Самый, конечно, классный это растворитель. Те, кто переживают, что он с запахом, нет, он вообще без запаха. Так что можно смело. Ну, эту не буду, да, показывать. То есть, в принципе, то же самое как бы получится. И давайте сейчас я покажу на, собственно, самом растворителе текуриловском. Тоже немножечко в крышечку налью. Получилось множечко. Также вот чем я люблю, да, растворитель, его, смотрите, вот окунул кисточку в него, да, не прополоскал, а окунул и вытер. И она чистая абсолютно. То есть если тройник, если масло, да, оно все равно тяжело вот вымывается из кисточки. То есть потом следующую краску какую-то берешь, оно там может оттенок отдавать. То с этим как бы, ну, намного комфортнее работать в этом плане. И вот сейчас давайте я этим разбавлю. Такая вот жиденькая, жиденькая. Прокручиваем. Снимаем лишнюю красочку. То есть это сначала как бы вроде бы сложно, да, запомнить. Вот, прокрутить там, что-то сделать. А потом это все на автопилоте как бы будете делать и все. Все, я уже вся синяя. И вот с этим. Вот такие вот тонкие линии. То есть видите, да, что в принципе хоть чем вы пишете, в принципе можно делать. Вот этот лайнер, давайте промоем. Вот окунула я его и тряпочку вот так вот все это дело сняла. Если недостаточно одного раза, можно еще раз. И уже чистый окунаем, набираем красочку. До однородного состояния все это дело перемешали. Лишнее снимаю, вот так вот дополнительно провожу. Вот он получился, острый краешек. Вот на темном покажу сейчас, да? Острый краешек. И пошли делать линии. Прокручиваю. Лайнер, вот да, его надо, кстати, чаще прокручивать, потому что он
с кончика. Видите, кляксочка была на краешке, и вот она получилась уже такая вот тоненькая, вернее толстенькая. Вот, ну, надавливаем, соответственно. Вот я прокручиваю, красочка с кисточки снимается, снимается, но линия, видите, уже потолще, если придавливать. То есть понятно, да? Тонкая линия мы не давим. И самым-самым краешком рисуем, и получается. И вот смотрите, если, допустим, мы не будем разбавлять, вот еще хотела показать, да, мы не разбавляем, вроде бы снимаем, прокручиваем, снимаем. Красочка у нас, белила, они вообще у нас такие вот, ну, густенькие. У меня Ладога. И вот смотрите, мы ведем, она прерывистая, не настолько тонкая. Ну, то есть я не умею толсто рисовать, получается все равно тонко. Или может это лайнер такой. Но все равно, вот когда красочка густая, вы очень долго не поведете. Она начнет, и тем более, если вам надо, к примеру, там, ну что у нас длинненькая, усики какие-нибудь, да, у животных, там что-то такое, то она начнет прерываться, и то есть придется заново набирать краску, а на усике его желательно, да, сделать вот как-то в одно вот так движение, если быстро, это я медленно, да, веду, а если быстро мы будем делать, вот, к примеру, все, видите, она уже прерывается. Давайте еще закрашу фона, сделаю, чтобы видно было. Вот так вот сделаем. Вот я взяла, да, и мне надо усик провести быстро. И вот он раз, и он, видите, какой прерывистый. То есть, ну, не то, что нам нужно. И вот я разбавила жиденько, да, и вот, к примеру, делаю усики. Раз, раз, раз. То есть, ну, разница, да, как бы ощутима. То есть красочка должна быть жиденькая. Так, что еще вам показать? Гуашь, да, я хотела показать. Ну, гуашь, в принципе, та же самая песня. Сейчас я достану. Давайте возьмем вот такую вот карминовую, яркую. Так, кисточки для гуаши у меня другие. То есть и желательно, ну, как лайнер из той же фирмы, только он у меня именно вот для гуаши. То есть у масла я его не пользуюсь им маслом. И вот тоже тоненькие там. Ну, в принципе, водичка, да, беру водичку. Так, сейчас все достану, так немножко. И вот тоже разбавляем жиденько-жиденько, разбиваем все вот эти вот комочки. Добавляем водичку. Опять-таки лишнюю водичку снимаем. Вот так несколько раз можно поделать, да, снять там, к примеру. И вот пишем какие-нибудь линии аккуратным, легким движением. Вот так вот. Вот она только начала, видите, прерываться с лайнера. То есть чем меньше красочки, вот видите, тем она тоньше, тоньше начинает. Обратите внимание, я вот ввожу. По мере ее того, как она заканчивается на кисточке, линия становится все тоньше и тоньше. То есть, но идет плавно, то есть она никуда не прерывается. И вот возьму погуще, к примеру. Погуще. И вот она уже пошла волосками раздваиваться. То есть
вообще не пишет. То есть гуашь, она вообще как бы густая, да, такая краска. Ну и вот такие вот тоже тоненькие. Это синтетика у меня. Синтетика круглая, написано единичка. А это набор я брала. Пинакс Креатив, синтетика, тоже единичка. Но они, видите, такие, это потолще. Это прям тоненькая-тоненькая. Ну и в принципе, как бы то же самое. Набрали красочку, прокрутили, вот так вот лишнее сняли и пошли рисовать. Ну, так как кисточка сам ворс маленький, то есть водички там мало задерживается, соответственно, и пишет она не так долго, как лайнер. То есть чем дольше вот в ворсе, да, вот это вот, или как она правильно называется, в синтетике, в волосках, задерживается водички, тем она ее дольше отдает, и кисточка, соответственно, дольше пишет. Вот это, видите, более сбитенькая такая вот. Но когда намокает, у нее довольно-таки остренький кончик. То есть она не как вот эта вот, она не такая вот бочонок. Она узенькая на кончике. И вот так вот, то есть надавливаем, получаем более такую толстенькую линию, отпускаем тоненькая. То есть, ну вот. Как-то так. Надеюсь, вам все было понятно. Тренируйтесь. Руку надо ставить, конечно, чтобы получались тонкие линии. Хороший вам такой лайфхак, да, как говорится, кто не знает. Многие, возможно, знают, но для тех, кто не знает, говорю. Чтобы получалась, допустим, длинная ровная линия, особенно когда мы пишем на холсте, да, неудобно, подставляйте вот так мизинчик. На мизинчик упирайтесь, вот так раз, и уже у вас рука не на весу, да, а как бы уже она упертая. И тогда, то есть уже рисуем, и более ровные линии будут, рука, то есть меньше будет трястись. Ну, а на этом все. Задавайте еще вопросы, если что интересует. Отвечу. Ставьте лайки. Мне очень приятно, когда вы ставите лайки, поддерживаете меня своими комментариями. Хочется снимать для вас еще больше видео. Ну, на этом я с вами прощаюсь, друзья. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока.